Всем привет! Вот новый велик пришел. Twitter Gravel V1. Вот в такой упаковке пришел. Ждал где-то, так, 12 июня. Заказал. Сегодня 6 июля. В общем, можете поздравить или посочувствовать, не знаю, как хотите. Сейчас буду распаковывать, посмотреть на состояние. Смотрим. Что мы видим в первую очередь? Видим подсоединенный штырь, зажим почему-то такой. Подсоединенный для карбона, неужели они там? Так, ну вроде пока явных таких нету. Цвет белый, кстати, еще. Ростовка 20-я, 51-я. По сути, моя первая такая распаковка, потому что тот велик я брал в магазине. Если хочешь следить за Twitter Gravel, подпишись на канал. Так, ну что. Вот вытащил такие колеса. Что они вообще узенькие. Кстати, диски вообще прикольно. Так, надо будет теперь отсматривать. Так, что-то в коробке еще есть. В коробке ничего нет. А вот это допы. Что он какой-то маленький, как будто. Не знаю. Блин, опять с размером не рассчитал, что ли. Непонятно. Хомутов, конечно, не пожалели. Вроде как упакован-то неплохо, конечно. Вот, короче, чуть-чуть скинул вот эти поролон. Ну, вроде таких пока видимых повреждений нет, но это клей от этих. 51-я рама. Так, Gravel V1. На руле наклейка. Ой, что-то бжик-бжик делает. Это, походу, эти. Электронный вилтоп переключатель тут. Так, ладно, продолжу дальше. Сам процесс уж неудобно снимать. Вот, короче, оплетку почти всю снял. Фу, так. 54-й, что ли, надо было брать. Ну, не знаю, сейчас видно будет. Давайте посмотрим, что в коробке идет. Подсоединенный штырь. Вот какой он, карбоновый, не карбоновый. Так, ну, вроде карбон. Блин, а почему-то зажим не такой поставили. Странно. Штырь сюда. Что еще тут положили? Ретроспект. Это что такое, интересно? Ладно, сейчас посмотрим. Change line battery. Ну, это, наверное, зарядка какая-нибудь.
Это инструкция. Такая инструкция. Так, моменты вроде не указаны. Так, дальше что у нас идет? Какой-то держатель для бутылочки. Это, видимо, как подарок. Ну, такой уж не особо. Вот оно сиденье. Комфорт Гров. Ну, его хвалят что-то все. Ну, такое, кстати, действительно прикольное. Так, что еще? Набор шестигранников. Ключ на 10-15. Запасной петух. Так, это непонятно что. И набор для прокачки тормозов жидкостью. Вот такие педали. Какие-то узкие. Ну и провода для зарядки переключателя. Переходим к замеру весов. Ну, сколько весят по отдельности. Так, сиденье 276 грамм. Педали. Педали 139. Так, вторая. 139, 140 тоже вместе. 278. Подседельный штырь 275. Переднее колесо, в общем, весит кило 975. В общем, сам велосипед задним колесом с рулем бараном. Сейчас замерим, сколько весит. 7440. Так, больше вроде моментов нигде не написано. Вот такой успокоитель тут. 51 рама все-таки. Вот такие колеса. Резина сама Кенда. Ну, короче, собрал более-менее. Подседельный, не знаю, как зажать. Что-то пока страшно пережимать, короче. Так, надо педали сейчас поставить. Как-то так. Ну вот, собрал пока так временно. Такой велосипед получился. Забыл замерить общий вес. Надо. Девять 915, в общем. Так, самое главное, наклейка, в какую сторону ехать. Это Варнин. Такой переключатель. Тут, походу, батарейка севшая. Короче, вот как-то так. Но регулировать, похоже, надо. Вот набор для прокачки
Тоже продавец положил, оказывается. В общем, метров 500 прокатился. Решил сейчас цепь скину, промою и смажу это парафиновой смазкой. Передачи все еще толком настроить не могу. И в заднем колесе внутри, короче, что-то бултыхается. Такой звук, пластмасска, как будто какая-то там внутри крутится. Вот, не знаю, сейчас, может, услышите звук пластмасски. Ну, слышите, упал что-то там. Так, надо найти замок. Так, замок вот. Хорошо, что есть приспособы. Чик. Так, эта сторона получается спереди. Замок. Вот так ставится. Попробую в ней. Что-то бутылка, конечно, маловато. Сейчас отстоится маленько. Для чего делаю это? Просто смазать хочу, получается, этим парафин. От заводской смазки, короче, освобождаю. Сейчас потом колесо сниму, кассету тоже почищу от этой заводской. Она просто слишком пыль притягивает. Такой цвет превратился. Ну, не особо уж грязная цепь, с чего ей грязная. Все новая, по сути. Кстати, цепь. Название-то, я что-то забыл сказать, сейчас скажу. Сумц какой-то, по-моему. Не знаю, там видно, не видно. Короче, принцип поняли, вот так промывать есть что, кстати. Вроде в каретке шумов пока нет таких. Ну, это пакет там шуршит. Ну, или хотя есть какой-то такой фоновый звук. Похоже, самый большой шестерной. О, заодно, кстати, колесо с кассетой можно будет замерить, сколько весит. Такая ось. Блин, отсвечивает, да? Ну, абсолютно сухая она, конечно. Вот момент затяжки. Так. Фокус, фокус.
Давайте замерим, сколько весит ось. А, укатилась. 42 грамма. Заднее колесо с кассетой весит... Так. Килограмма 570. Так, короче, маркировки кассеты. Самая маленькая 11, получается, зубьев. Так, следующая 12. Ну, короче. Так, надо развернуть. Так, вот, сейчас. Вон там, короче, внутри что-то этот. Короче, разбортировал. Такая вот ободная лента идет. Без резины, короче, вообще легкая. Блин, весы унес. Сейчас принесу, сколько весит без резины. Так, давайте без резины. Сколько весит. $1690. С камерой вместе весит 690. Короче, немного надо эту штуку укоротить. Карбоновый. Сейчас буду пробовать. Потому что он заходит и здесь вот упирается. Дальше что-то не идет. Сейчас обмотаю скотчем вместо обрезки. Вот, короче, взял старый этот вынос руля. Вот так выставил, чтобы по нему отпилить. Если честно, я не знаю, первый раз занимаюсь такими. Что тут кривизна? Она же там остается. Особо, наверное, не влияет. Вот, короче, такая фигня получилась. Советским напильником шлифуем китайский карбон. Ну вот, короче, вот так получилось. В принципе, не супер уж криво. Скотч снял. Примерно вот так получилось. Пыль решил почистить, которая это внутрь припилки зашла. Короче, нагрел паяльник. Хочу проверить, плавится ли карбон вообще. Блин, тут надо этот скотч убрать. Может, конечно, температуру паяльника, мягко скажем. Не знаю, видно, не видно. Вот он. Фух, как я замучился. Короче, вылавливал. Так, ладно, паяльник использовал. Вот его, видите, прожигал, чтобы зацепить. Так, сейчас отключу паяльник. Пусть остывает. Вот, короче, через эти дырки вылавливал. Его зацепить невозможно было. В итоге паяльником дырки сделал, когда ловил. Все это на весу.
И вот поймал. И вытащил. Ну-ка, сейчас посмотрим. Все, ничего не тарахтит. Отлично. Фу. Да, такое бывает. Просто неприятно, когда внутри колеса болтается что-то, звуки. И вот когда едешь, ну вообще, когда крутишь, кажется, то ли это в кассете, то ли... Это непонятно, что это такое. Вроде такая фигня, а такой звук создает внутри. В общем, собрал колесо. Кассету, в общем, почищу и буду ставить. Вот колесо на место поставил. В общем, цепь накинул. Смазывать сегодня уж не буду, ладно. Накинул цепь. Передачи надо отрегулировать в итоге каким-то чудом. Не так-то просто, оказывается, с электроном. Я-то думал, там просто она сама калибруется. Оказывается, нет. Так, что еще? Штырь обрезал. Так, смазать передачи. И вот тормоза что-то пока не прикатаны. Либо их реально прокачивать надо. Ось чем хороша. Снял, поставил. Колодки, накладки не задевают об диск. А вот с эксцентриками один раз снял, и все, труба, считай. Вот крепление пришло. Для подседельного штыря. Посмотрим, сколько весит. 22 грамма. А сейчас штатный надо будет замерить, снять. Вот штатный. Штатный 44 весит. Ну, считай, в 2 раза получается, что много. 44. Ну, 23. 22 было вроде. Нет, 23 все-таки. Или 22. $22. 44. Так, это подходит, не подходит, интересно. Вот установил. Вот так выглядит. Ну, кстати, без этой рычажка прикольнее даже выглядит. Так, на днях должен этот карбоновый крепеж прийти для велокомпьютера и фонаря. Где-то, кстати, разбирать надо будет передок. Тут что-то звуки гидролинии издают какие-то, как будто там что-то трется. Будем смотреть. Забыл измерить руль. Тоже 42 получается. 43. 12. Теперь еще сиденье. Получается 24. 24. Короче, ширина резины 39. Почему-то показывает, хотя задняя 38. Так, а спереди как?